В деревне Гуанли, расположенной в провинции Шаньдун, археологи наткнулись на участок стены, который буквально перевернул представление об истории Великой Китайской стены. При проведении глубоких раскопок на месте предполагаемой древней линии обороны были обнаружены остатки укреплений, возраст которых, по оценкам ученых, превышает возраст ранее известных участков на несколько столетий. Радиоуглеродный анализ древесных останков и оптически стимулированная люминесценция, метод ОСЛ, подтвердили, найденные конструкции могли быть построены еще в период Западной Джоу, примерно в интервале между 1406 и 800 годами до нашей эры. Это означает, что Великая Стена, в том виде, как мы ее знали, начиналась куда раньше, чем предполагалось. Но настоящим откровением стало не только это. Под стеной археологи обнаружили остатки построек, углубленные жилища, ямы с древесным углем, осколки керамики. Все указывало на то, что под защитой стены когда-то кипела жизнь. Это были не просто укрепления, а часть инфраструктуры. Ученые всерьез заговорили о возможной пересборке исторической хронологии. Что еще скрывает пыльный китайский ландшафт? Вопрос, на который теперь хотят ответить десятки исследовательских групп по всему миру. Фрагмент стены, найденный в Шаньдуне, возможно, старше знаменитых участков на северо-западе Китая более чем на 300 лет. Это открытие стало возможным благодаря масштабной археологической экспедиции, которая исследовала территорию площадью свыше 11 сотен квадратных метров. Объект, оказавшийся частью Великой Стены царства Ци, не только оказался древнее, чем предполагали хроники, но и открыл новую главу в понимании стратегии обороны Древнего Китая. На ранних этапах стена представляла собой утрамбованный земляной вал с участками, усиленными камнем. В более поздние периоды строители стали использовать более сложные технологии, расширенные участки, системы дренажа и даже металлические скрепляющие элементы. Ширина отдельных фрагментов достигала почти 30 ярдов. Это указывает на наличие не просто оборонительной, а инженерной мысли, развивавшейся веками. Ученые считают, что столь раннее строительство укреплений могло быть ответом на постоянные набеги и угрозы со стороны кочевых племен. Эти находки вызывают споры среди историков. Действительно ли китайская цивилизация раньше, чем считалось, начала систематически выстраивать оборонительные линии? Или это уникальный случай в отдельно взятом регионе? Одним из самых поразительных открытий, сделанных рядом с древним участком Великой Стены, стали следы поселений, явно существовавших еще до начала масштабного строительства. Археологи обнаружили остатки полуподземных жилищ, углубленных ям с квадратными основаниями и закругленными углами. Такой тип построек характерен для эпохи Западной Джоу, и ранее его находили в основном в центральных регионах Китая. Рядом были зафиксированы фрагменты древних дорог, угольные ямы, следы кострищ, многочисленные осколки керамики. Все это свидетельствует о постоянном присутствии людей, а не временных военных лагерях. Примерно в миле к северу археологи локализовали возможные границы древнего города Пинин, упоминаемого в текстах как важный узел на границе Ци. Эти находки заставляют по-новому взглянуть на роль стены. Возможно, она строилась не изолированно, а в рамках широкомасштабной инфраструктуры, включающей поселения, склады, дороги и точки снабжения. Стена в таком контексте не просто барьер, а элемент экономической и политической системы, охватывающий не только армию, но и гражданское население. Определение возраста таких древних сооружений требует применения самых надежных технологий. Ученые использовали комбинацию методов: радиоуглеродный анализ остатков древесины, а также оптически стимулированную люминесценцию ОСЛ. Этот метод позволяет установить, когда в последний раз частицы почвы подвергались воздействию света, по сути, когда они были закопаны. Совмещение этих данных с археологическим контекстом, глубина залегания, стратиграфия, наличие артефактов, позволяет довольно точно установить хронологию. В случае со стеной Ци была выделена как минимум четырехфазная структура, от самых ранних валов до модернизированных каменных укреплений. Каждый слой земли как страница истории, где можно прочесть периоды покоя и войны, реконструкции и упадка. Ученые также обращают внимание на геохимический анализ. Изменение состава почвы позволяет понять, использовалась ли она для земледелия, прошла ли через пожары, затопления или другие катастрофы. В случае с новым участком стены ясно видно, эта земля пережила не одно поколение строителей и солдат. Археология здесь становится не просто наукой, а способом прослушать дыхание веков. Исторические хроники Китая – бесценный источник сведений, но и они не всегда рассказывают всю правду. Стены, построенные в период Ци, не упоминаются в официальных текстах империи Чжоу, Цинь и даже Хань.
Большинство летописей акцентируют внимание на более поздних участках, особенно тех, что были построены при первом императоре Цинь-Шихуане. Однако местные тексты, найденные в регионах Шаньдун и Хэбэй, рассказывают о валах и ограждениях, которые якобы были построены еще до объединения Китая. Долгое время эти упоминания считались легендами или ошибками переписчиков. Новые раскопки в буквальном смысле заставляют пересматривать этот взгляд. Сейчас историки начинают сопоставлять тексты с географическими координатами обнаруженных фрагментов, реконструируя забытые маршруты и оборонительные линии. Это пример того, как археология и текстология могут работать вместе. Одна раскапывает землю, другая — забытые страницы. И чем глубже копаешь, тем яснее становится. На первый взгляд, Великая Стена — это просто длинная линия камня. Но если вглядеться внимательнее, становится ясно — перед нами тщательно продуманная система обороны. Наряду с самой стеной археологи исследуют башни, которые строились с определенным интервалом. Эти сооружения позволяли наблюдать за местностью, вести разведку, а главное — передавать сигналы. Сигнальная система включала дым, факелы и зеркала. В некоторых местах были найдены каналы, которые могли служить для передачи сообщений. Дым днем и огонь ночью позволяли мгновенно оповестить ближайшие гарнизоны о приближении противника. Такие сигналы могли передаваться на сотни миль всего за несколько часов. Некоторые башни имели скрытые помещения, которые могли использоваться для засады или как временное убежище. Археологи находили внутри башен глиняные сосуды с запасами пищи, оружия, инструменты для ремонта. Даже оформление башен, резьба, изображение животных указывало на их значение не только как военных объектов, но и как символов государственной силы. Все это создает образ стены как сложного комплекса, где каждая деталь служила конкретной цели и играла свою роль в защите империи. С Великой Стеной связаны десятки легенд. Одна из самых популярных — это рассказы о скрытых подземных ходах, ведущих от башни к башне или даже за пределы стены. По преданиям, эти туннели использовались для тайного перемещения солдат, хранения оружия или как пути для бегства в случае осады. Некоторые утверждали, что в таких подземельях спрятаны сокровища императоров. Однако археологические данные говорят иное. Ни одна масштабная система туннелей под стеной не была подтверждена научно. Да, в отдельных местах находили подземные камеры, чаще всего это были погребения или хозяйственные ямы, но они не были частью организованной системы. Кроме того, в рельефе, где проходила стена, строительство длинных туннелей было бы крайне затруднительным. Каменистая почва, оползни и отсутствие вентиляции делали такие конструкции крайне рискованными. Ученые считают, что мифы о туннелях возникли на основе искаженных воспоминаний, слухов и фантазий. Однако интерес к этой теме не утихает. Возможно, однажды будет найден проход, который действительно докажет существование скрытой инфраструктуры. Недавнее открытие в провинции Шаньдун, где археологи раскопали участок Великой Стены, датируемый ранним периодом Западной Джоу, вызвали настоящую революцию в научных кругах. До этого считалось, что строительство подобных масштабных укреплений началось при Цинь-Шихуане, первом императоре Объединенного Китая. Однако датировка с использованием радиоуглеродного анализа и оптической люминесценции сдвинула возраст стены на несколько столетий назад. Это не просто корректировка цифр, а пересмотр основополагающих концепций в китайской историографии. Археологи и историки теперь обязаны по-новому взглянуть на формирование ранних царств, их военную стратегию и методы управления территориями. Учебные пособия, музейные экспозиции и исследовательские программы нуждаются в обновлении. Более того, пересмотр датировки влияет и на соседние культуры, взаимодействие с северными племенами и даже на оценку технологического уровня общества того времени. Китайская история становится не просто глубже, но и богаче в деталях, противоречиях и достижениях. Это один из редких случаев, когда несколько лопат земли способны изменить целую главу национального нарратива. Что же такое Великая Китайская Стена? Грандиозная постройка, защита от варваров или нечто большее? Ответ оказался глубже. Археологические данные последних лет показали, что стена была не просто барьером, но инструментом управления инфраструктурой, частью политической системы. Она объединяла поселения, контролировала миграцию, направляла торговые пути, обеспечивала безопасность, но при этом выполняла и идеологическую функцию, показывала мощь империи. Каждая башня, каждая трещина в камне несет в себе отпечаток эпохи, решений, страха, надежды. Великая Стена — это не просто реликт прошлого, а зеркало, в котором отражается вся история Китая. Ее строили веками, каждый правитель добавлял свое, расширял, укреплял. Но настоящая суть стен не в длине или высоте, а в идее. Это граница, символ, вызов.
Она разделяла и объединяла, пугала и внушала уверенность. И даже если часть стены разрушится, главное останется — память о людях, которые ее строили, защищали, исследовали. Великая стена — это напоминание о том, что самые прочные сооружения рождаются из стремления оставить след, пережить века и остаться в памяти.